пара маленьких ложечек сахара в утренний чай или кофе, чтобы день начался с удовольствием. Всего лишь половинка плитки шоколада, чтобы жизнь казалась слаще. И вот ужас, мы уже достигли рекомендуемой суточной нормы сахара. Тут начинается самое интересное, мы просто не замечаем, как этот белый враг буквально повсюду. В выпечке, в йогуртах и даже в хлебе и кетчупе. Вы уверены, что знаете, сколько сахара вы потребляете на самом деле? Так что же делать? Бить тревогу, ограничивать себя или бояться тут нечего? Сахар — это безобидный подсластитель жизни или коварный, почти невидимый убийца? Давайте сегодня разберемся и узнаем, что с этим делать. Прежде всего нам нужно разобраться, с чем мы имеем дело. Сахар — это углевод, и он бывает разный. У вас на кухне, скорее всего, есть белый сахар. Это сахароза, самый привычный и распространенный вид сахара, который мы употребляем в пищу и используем в приготовке. Фруктоза – природный сахар, который содержится во фруктах и некоторых овощах. Даже для молочных продуктов есть свой сахар. Он называется лактоза. И, наконец, глюкоза – это прямой сахар, который наш организм использует напрямую для получения энергии. Все ведь слышали, что глюкоза – это жизненно важное топливо для нашего мозга. И на самом деле сахар – это не только ингредиент, который подслащает нашу еду, но и важный компонент для многих физиологических процессов. Например, для нормальной работы мозга и мышц. Но какое нам дело до всего этого, если мы просто хотим чего-то сладенького? Откуда это берется? Мы ведь не хотим перед сном съесть парочку огурцов или салат из цветной капусты. Почему же мы хотим сладкого? Сколько раз вы приходили на кухню и, не задумываясь, наливали стакан газировки или брали какую-то плитку шоколада? Оказывается, наше тело запрограммировано на это. Но почему? Дело в том, что сладкое вызывает у нас выброс эндорфинов и серотонина, так называемых гормонов счастья. Это древний механизм, который помогал еще нашим предкам выживать. Когда мы ели сладкое, это означало, что в пище много энергии. Мозг воспринимал это как награду, и вы получали сигнал съесть как много больше. Так в чем же опасность сахара? Тут важно помнить, что не все так просто. Сахар, безусловно, приносит определенную пользу и удовлетворение, но когда его становится слишком много, тут уже начинаются проблемы. Например, с весом. Чрезмерное потребление сахара, особенно в виде сладких напитков и кондитерских изделий, может привести к избыточному набору веса. Это связано с тем, что продукты с высоким содержанием сахара часто оказываются калорийными, но бедными на питательные вещества. Более того, регулярное потребление сахара может привести к нарушению обмена веществ, таким как ожирение, а также развитию диабета второго типа. Помимо этого, сахар, попадая в организм, может повышать уровень триглицеридов и вредного холестерина, что в долгосрочной перспективе повышает риск заболевания сердца. А сейчас я хочу затронуть главный миф про фруктозу. Многие начинают задумываться, а как же избежать всех этих неприятных последствий. Вот тут и появляются ряд ошибочных и в какой-то мере даже опасных мифов. И самый главный из них звучит так. Фруктоза – это естественная и безопасная альтернатива сахару. Вот он, спаситель нашего организма. Нужно всего лишь забыть про сахар и перейти на его заменитель. Звучит заманчиво, не так ли? А давайте все-таки разберемся. Это одно из самых популярных заблуждений. Хотя фруктоза действительно встречается во фруктах, она имеет свои особенности метаболизма. Фруктоза перерабатывается в печени таким образом, что впоследствии происходит активация липогенеза. Простыми словами, синтез жиров и накопление в печени жировой ткани. Это приводит к развитию жировой болезни печени и ожирению. Также исследования показывают, что фруктоза не утоляет аппетит, а наоборот разгоняет голод, в отличие от других углеводов. Это приводит к увеличению потребления калорий и ухудшению контроля над приемом пищи, что способствует перееданию и, как следствие, набору веса. Так как же снизить тягу к сладкому? Первый пункт – ограничение. Как ни крути, заменить один вид сахара на другой и жить при этом беспечно не получится. Так или иначе, для сохранения здоровья необходимо найти баланс потребления сахара. И поскольку вряд ли мы столкнемся с недостаточным его потреблением, нам нужно подумать, как безболезненно и мягко снизить его в нашем рационе. Если вы замечаете, что после обеда вам хочется чего-то сладкого, а вечером вы не можете без очередной плитки шоколада, давайте попробуем остановить этот бесконечный круг. И первый пункт вам уже понятен – снизить количество сахара. Постепенное снижение вам в итоге поможет уменьшить потребность в сладком и смягчит отрицательные эмоции на это самое ограничение. Но постоянные ограничения вас далеко не уведут. Поэтому мы плавно переходим ко второму пункту – это рацион питания. Вторым важным пунктом будет увеличение в вашем рационе белка и пищевых волокон. Белок и пищевые волокна помогают создать ощущение сытости. Включайте в рацион рыбу, мясо, орехи, яйца, семена, а также овощи и цельные злаки, богатые пищевыми волокнами.
Обращайте внимание на состав пищи, предпочитая продукты с низким содержанием сахара и с большим количеством питательных веществ. Такие продукты помогают держать уровень сахара в крови на более стабильном уровне без резких скачков и, как следствие, предотвращают эту тягу к сладкому. Третий пункт – замена. Но если без сладкого никак не получается, то я вам предлагаю заменить сахар на альтернативные здоровые варианты сладкого. Например, стевия – это экстракт растения, который имеет нулевую калорийность, при этом он в 2 раза слаще сахара. Я лично пользуюсь этим заменителем, и он полностью закрыл мои потребности в сладком. Также в качестве подсластителя можно использовать натуральный мед, но здесь нужно помнить, что нужно есть его довольно в умеренных количествах. И еще как вариант имбирный корень. Он имеет приятный сладковатый вкус и может использоваться в напитках и как подсластитель для пищи. Также как вариант добавьте нарезанные фрукты в йогурт, овсянку, салаты или приготовьте компоты, но самое главное здесь без добавления сахара. Пюре из яблок, банан, груш можно использовать в выпечке или в качестве подсластителя в кремах и соусах. Они добавляют сладость и влагу в рецепты без добавления сахара. Используйте ароматные специи, ваниль, кардамон, мускатный орех, чтобы добавить естественную сладость в блюдо. Эти специи также придают аромат и вкус, который делает эти блюда уже интереснее. Хотя замена сахара – это полезная стратегия, но нужно учитывать его количество. Следите за потреблением готовых продуктов, в которых содержится так называемый скрытый сахар. Чтение составов продуктов поможет вам в этом. Занимайтесь физической активностью, хобби, другими увлечениями, чтобы отвлечься от сладкого. И важно помнить, что ограничение количества сахара – это индивидуальный процесс, и каждый человек может иметь свои уникальные способы на этом пути. Давайте рассмотрим примеры рациона. Может показаться, что постоянно избегать сахаров в продуктах и готовить все с осторожностью – муторное занятие, но это совсем не так. Без особых усилий на завтрак можно разбить пару яиц, закинуть в сковородку замороженных овощей из холодильника, и через 10 минут у вас свежий горячий омлет, который богат на белки, жиры, клетчатку и при этом не содержит ни капли сахара. Еще проще положить в тарелку порцию творога и добавить свежих фруктов или ягод, тут польза будет аналогична. Кстати, поделитесь в комментариях своим любимым рецептом простого здорового завтрака. Я планирую записать на эту тему видео, возможно, ваши рецепты попадут в него. А вот что уже касается ужина, то там можно приготовить хороший мясной стейк с ароматными специями и печеными овощами. Кстати, чтобы узнать, как правильно обращаться с мясом и не навредить себе, смотрите выпуск про мясо на нашем канале. Детоксикация соками. А теперь, когда мы знаем, что делать нам с нашим рационом, когда мы поняли, что делали не так, и теперь это все знаем, хочется избавиться от всех последствий того образа жизни. И тут на ум приходит один интересный вариант. Слышали, что соки могут очистить организм от токсинов? Не спешите верить всему, что вам говорят. Детоксикация соками – это скорее модный тренд, чем научно доказанный факт. Отсутствие белков, жиров и волокон в соках не только не дает нужных питательных веществ нашему организму, но и может привести к падению энергии, головным болям и проблемам с пищеварением. Лучший способ поддерживать свое здоровье – это сбалансированное питание, а не какое-то лечение соками. Вместо детоксикации на соках рекомендуется поддерживать здоровый и сбалансированный рацион питания, который включает в себя разнообразные продукты из всех пищевых групп и обеспечивает достаточное количество питательных веществ. При необходимости лучше проконсультируйтесь со специалистом, пусть это будет диетолог или нутрициолог или даже гастроэнтеролог, не суть важно, самое главное, это безопасный и более эффективный путь к полноценному здоровью, чем какие-то модные практики. Что же по итогу? Сахар не должен стать вам врагом, он играет не последнюю роль в нашем организме, но важно контролировать его количество. Он нужен организму, но злоупотребление им может привести к серьезным проблемам. Сахар является быстродоступным источником энергии для нашего организма. Углеводы, включая сахар, являются основным источником питания для нашего мозга и для наших мышц. Глюкоза, основной компонент сахара, является необходимым компонентом для многих биохимических процессов. Сладкий вкус приносит удовлетворение и радость людям. Разумное употребление сладкого может помочь поддержать психологическое благополучие. Ключевым аспектом по отношению к сахару является его потребление с умеренностью и в рамках сбалансированного питания. Осознанное потребление сладкого и, самое главное, контроль за ним помогают сохранить здоровый образ жизни. Важно понимать, что проблема связана не с самим сахаром, а с избыточным потреблением добавленного сахара в обработанные продукты, который может привести к значительным проблемам с вашим здоровьем. Сахар не является врагом, но его потребление следует контролировать. И не забывайте, здоровье – это комплексный подход.